like a bullet train. Всем привет, с вами Страйкбольная кухня. И сегодня я хочу показать вам очень интересное изделие от российской компании Zenit, которая занимается производством фонарей, ЛЦУ, а также оружейным тюнингом. Не буду вас больше томить ожиданиями, перед вами быстросъемный кронштейн B6 для рукояток РК-0, РК-1, РК-2, РК-4 и РК-6. Кронштейн представляет собой быстросъемное крепление для рукоятки и последующей ее установки на планку вивера или пикатине. Кронштейн выполнен из алюминиевого сплава и весит всего 44 грамма. Для его открывания требуется потянуть за этот рычаг. Стопор снимется и крепление раскроется. Еще раз, пока вы не потянете за рычаг, крепление не откроется. Это так называемая защита от самопроизвольного открывания кронштейна. А теперь о том, как он интегрируется на рукоятку. Все очень легко и интуитивно понятно. В качестве подопытного кролика я буду использовать оригинальную рукоятку РК-4 от этого же производителя. И для начала нам нужно выкрутить шестигранный винт на самой рукоятке. После этого снять родное крепление, потянув его в сторону. И на его место установить новый кронштейн. И завершая установку, закрутить обратно фиксирующий винт. Как я уже говорил ранее, кронштейн устанавливается очень легко и просто. Крепление встает как родное, люфтов нет. Теперь его можно спокойно ставить на оружие всего двумя движениями. И также легко оно снимается с оружия. Как я уже говорил ранее, пока вы не оттянете предохранительный рычаг, рукоятка не снимется. Чем он мне понравился? Если ты нищеброд, рукоятка у тебя одна, а стволов несколько, приходится очень часто скручивать и закручивать винты. Иногда это очень надоедает, а иногда это убивает сами винты. У меня был случай, когда рукоятка стала неприятно люфтить после нескольких сотен выстрелов из вепря 12 калибра. Когда я захотел ее переставить чуть ближе, оказалось, что винты прикипели, а попытки их скрутить привели к стесыванию граней этих самих винтов. И это было весело. Поэтому для меня это крепление оказалось спасением, чего и вам советую. Для регулировки жесткости зажима необходимо крутить этот винт, который имеет стопор. Единственное, не перетягивайте этот винт. Если рычаг будет очень туго зажиматься, есть риск его самопроизвольного открытия. Вам будет казаться, что рычаг закрылся, но это окажется не так. У меня как раз такое и было. И произошло как раз на 12 калибре. После нескольких десятков выстрелов рычаг отщелкнулся и рукоятка осталась у меня в руке отдельно от оружия. А теперь о грустном. Кронштейн производился в черном и песочном цвете и в двух исполнениях, разница была только в форме рычага. Стоимость была примерно около 2000 рублей. Самый внимательный слушатель заметил, что я говорил в прошедшем времени, и это не просто так. Увы, но эти крепления были произведены в ограниченной серии, и на данный момент на сайте производителя их уже нет, хотя в теории их еще можно поискать у дилеров зенитки. Кстати, я не поленился и написал производителю. По его комментариям в серию этот кронштейн не пошел, так как спроса на него сейчас нет. В целом и общем у меня все. Для тех, у кого остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео было вам полезно, не поленитесь поставить лайк, подписаться на канал, а также поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока.